Часто можно услышать мнение, что трейдинг универсален, и вы можете даже не знать график, какого именно вы инструмента торгуете, так как принципы одинаковые, но на деле оказывается, что весьма и весьма полезно знать особенности того рынка, на котором вы работаете. Всем привет, меня зовут Павел, и в этом видео мы поговорим об особенностях рынка Форекс. Главный секрет валютного рынка состоит в том, что по сути это рынок диапазонов, а долгосрочными трендами движут процентные ставки центробанков. Ну а теперь обо всем этом и о том, как, собственно, торговать, основываясь на этой информации, мы поговорим в этом видео. Форекс — это прежде всего рынок диапазонов. Что за диапазоны такие? Иногда вы сможете увидеть вот такую картину, красивую картинку, как в учебниках по трейдингу. Вам говорят, покупайте где-то снизу и спокойно себе держите сделку, пока рынок растет. И где-нибудь наверху фиксируйте прибыль. Это все здорово, но на Форекс так получается редко. Почему? Потому что 99% книг по трейдингу написано прежде всего о фондовом рынке, который является намного более трендовым, чем валютный. Ну а валютный рынок, хотя и ведет себя периодически вот таким вот красивеньким образом, а на деле чаще всего колебания валют происходят в диапазонах, то есть от одной границы диапазона до другой границы диапазона. От верхней границы диапазона до нижней границы диапазона. Вот, например, доллар-иена по сути колебалась 4 года в пределах от 104 до 114. То есть примерно 15% курс менялся. Если не брать в расчеты экзотические валюты, которыми является, например, российский рубль, валюты развитых стран, те самые мажоры, которыми мы торгуем чаще всего на Форекс, евро-доллар, фунт-доллар, доллар-иена, австралийский доллар, они изменяются относительно друг друга не так сильно. Но когда вы слышали о падении, допустим, британского фунта или американского доллара, допустим, в 2 раза относительно какой-либо другой валюты? Ну, не слышали, согласитесь. Да, курсы меняются, но они меняются не так существенно, как растет, допустим, периодически биткоин или акции Apple. Изменения небольшие, и поэтому мы и используем кредитное плечо, чтобы, грубо говоря, от изменения курса на 1 цент заработать $1, если идет речь о плече 1 к 100. То есть в целом курсы валют меняются, но не так сильно, и происходит это большую часть времени в определенных диапазонах. При этом, конечно же, какие-то валюты более подвержены трендам и менее подвержены колебаниям в диапазонах. Например, евро-доллар, трендовый инструмент более на дневном графике, который открыт, это заметно. Хотя и у него часто бывают диапазонные периоды, по несколько лет иногда. А вот такие валютные пары, как евро-франк, например, так у них вообще тренды бывают, конечно, но в целом большей частью, видите, это дневной график, то есть каждая свеча — это 1 день. А мы видим колебания в пределах каких-то диапазонов. Но тренды, долгосрочные тренды действительно есть. Откуда они берутся? Да, существует множество событий, которые влияют на курсы валют, например, данные по безработице, изменения ВВП той или иной страны, различные политические изменения. Но самое сильное влияние оказывают процентные ставки центробанков, а прежде всего ставка ФРС США, так как США все еще на момент записи этого видео является главной экономикой мира. Процентная ставка Центрального банка — это процентная ставка, под которую Центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам. По сути, это попытка увеличить либо понизить стоимость денег вашей страны. Понижение ставки носит стимулирующий характер для экономики, дешевле кредиты, создаются новые рабочие места, люди меньше сберегают денег, так как ставка на депозитах
банков, которые зависят от ключевой ставки Центробанка, низкая. Люди больше тратят денег, тем самым способствуют увеличению прибыли бизнеса, тот еще больше расширяется, еще больше рабочих мест. Люди живут в целом лучше, тратят больше, и, казалось бы, все хорошо, но при этом растет инфляция, и деньги дешевеют, курс валюты падает. Повышение ставки замедляет экономический рост, кредиты становятся дороже, деловая активность снижается, рабочие места где-то даже сокращаются, люди меньше тратят, а больше сберегают, так как ставки на депозитах растут вслед за повышением ставки Центробанка. Но это способствует снижению инфляции, валюта становится более привлекательной для инвесторов, и курс валюты растет. Собственно говоря, процентная ставка – это главный инструмент Центробанка страны для поддержания баланса между инфляцией и дефляцией. Но это отдельная тема, на которую стоит снимать отдельное видео. А трейдеры отслеживают разницу между процентными ставками двух валют, которые входят в валютную пару. Например, всем известный популярный евро-доллар. У ЕЦБ, Центробанка Европы, на момент записи этого видео процентная ставка 0, а у ФРС США на момент записи этого видео, опять же, ставки меняются. Иногда это происходит чаще, иногда реже. У доллара процентная ставка 1%. Итак, у евро 0%, у доллара 1%. Что вы выберете? Вот вы инвестор. Получить 0% доходности, либо получить 1% доходности? По-моему, ответ очевиден. И мы смотрим на график евро-доллара. Евро, напоминаю, процентная ставка 0, доллар, процентная ставка 1%. То есть доллар дороже, чем евро. И что мы видим уже очень давно? Мы видим тренд вниз. И если вы пытаетесь понять, какой же будет долгосрочный тренд у той или иной валютной пары, просто сравните процентные ставки центробанков стран, валюты которых составляют эту валютную пару. Как узнать, какая ставка у той или иной валютной пары? У нас на сайте есть раздел «Инструменты», процентные ставки центральных банков. Ну и здесь их можно увидеть, основные, и даже посмотреть график изменения. Также есть даты заседаний центробанков, то есть даты возможных изменений ставки. Последнее и следующее, если оно известно. Ну и также просто вбив в Google процентная ставка Центробанка Новой Зеландии, допустим, вы можете эти данные найти. Вот я даже в основной статье Википедии они есть. Но лучше смотреть не в Википедии, потому что там могут не успеть изменить, а просто вбить. Ну давайте просто вбьем процентная ставка Центробанка Новой Зеландии. И опять же лучше смотреть на каких-то крупных сайтах, потому что на мелких сайтах могут не успеть обновить, а вот на инвестинге, допустим, будут более заслуживающие доверия данные. И вот мы видим 1,5% сейчас. Так как же торговать рынок Форекс? Конечно же, это необъятный вопрос. На него можно найти огромное количество ответов. Кто-то советует ставить небольшие стопы, кто-то советует их не ставить вообще, кто-то советует трендовые стратегии, которые, как вы уже догадываетесь, для рынка Форекс подходят только отчасти для некоторых пар и на более высоких таймфреймах. Так вот, мнений много, а где же истина? Понятно, что истина где-то посередине, но у нас есть интересная статистика. Я предлагаю на нее взглянуть. Есть такой сервис под названием MyFX. Он позволяет подключить ваш счет и получить вот такую кривую доходности. И при желании поделиться этим графиком, который называется мониторинг, с кем-либо еще. Что важно, он очень и очень популярен во всем мире. То есть здесь, в принципе, есть данные о счетах трейдеров со всего мира. Так вот, на MyFXbook есть тысячи счетов, и тысячи из них прибыльные. И что мы сделали? Мы спарсили, данные находятся в открытом доступе, то есть мы ничего не взламывали, а мы анализировали исключительно мониторинги счетов в открытом доступе. Мы с помощью специального программного обеспечения обработали данные тысяч счетов, нашли из них около 6000 прибыльных счетов. Насколько смогли, исключили из выборки
мартышек, пересиживателей и прочих стратегий, данные о которых, даже если они прибыльные, нам мало что сообщат, и получили весьма интересные данные. Итак, вы тоже можете эти данные просмотреть в разделе «Инструменты» на нашем сайте. Называется «Параметры прибыльных стратегий». Ну, извините, я ничего умнее не придумал, как это все обозвать. Эти данные — это не Грааль, это усредненные показатели, это своеобразная средняя температура по больнице. Все равно, что средняя зарплата по стране, которая зачастую не имеет ничего общего с зарплатой в регионах. Например, депутат получает 400 тысяч рублей, рабочий в регионе получает 30 тысяч рублей, и в целом вся страна живет вроде как хорошо. Поэтому отнеситесь к этим данным именно как к очень усредненным данным, которые, тем не менее, позволяют нам сделать некоторые интересные наблюдения. Итак, первый параметр — среднее время удержания сделки по евро-доллару 18 часов, фунт-доллар 20 часов, доллар-кат 27 часов, доллар-ранг 27 часов, евро-иена 23 часа. Время удержания сделки около суток. О чем нам это говорит? Ну, наверное, о том, что большинство прибыльных трейдеров на таймфреймах а-ля М5, М15, М30, ну, наверное, не торгуют. Иначе среднее время удержания сделки было бы поменьше. Отсюда мы можем сделать вывод, что торговля на таймфреймах от часа и выше более прибыльна, нежели попытки найти какую-то логику в шуме на низких таймфреймах. Стоит это учесть. Далее, средний take-profit и средний стоп у нас на всех парах значительно. Take-profit меньше, чем стоп. К вопросу стопов мы еще вернемся, но это связано с особенностями рынка Форекс. Широкие диапазоны, много шума, много выносов стопов. Большой стоп же позволяет это избежать. Опять же, это усредненные данные, на них не стоит опираться, а мы можем сделать только очень-очень обобщенные выводы. В данном случае мы можем сделать вывод, что совсем не обязательно использовать соотношение цейка к стопу, чтобы оно было, как учат многие, 2:1 и выше, и то, что стоит использовать большой стоп, достаточный, чтобы уберечь нас от ложных движений, от выносов, чтобы просто сделка могла отработать. Дальше, среднее соотношение цейк-стоп, ну, опять же, оно и так понятно. И видите, средний цейк-профит якобы 4 пункта, средний стоп 58, а соотношение цейк-стоп 0,71. Ну, немножко не сходится. Опять же, потому что здесь очень-очень-очень много данных, и они усреднены. Поэтому не стоит брать это за Грааль. И при большом размере стопа, обратите внимание, средний убыток намного меньше, чем сам стоп. То есть, что часто делают прибыльные трейдеры, какую технику они применяют? Они ставят стоп побольше, чтобы его не зацепило случайным движением рынка, но при этом они выходят намного раньше стопа, когда им становится понятно, что они были неправы в данной сделке и ее стоит закрыть, не дожидаясь стопа. А стоп на всякий случай. И интересный еще момент — процент прибыльных сделок. По евро 61%, фунт 62%, доллар-франк 57%, доллар-кат 60%. В общем, грубо говоря, по мажорам результативность лучше, чем по кроссам. Например, евро-иена 58% сделок. Ну и естественно, ни о каких 99% прибыльных сделок, которыми любят кормить сказками продавцы курсов, стратегий, советников и прочего, речи не идет. Итак, стопы стоит размещать достаточно широкими, чтобы дать сделке возможность отработать себя. Иначе вы рискуете тем, что ваши стопы сработают до того, как ваша сделка принесет прибыль, или вас банально вынесет каким-нибудь ложным движением, которое, в принципе, не несет в себе какой-то даже логической нагрузки. Потому что, повторюсь, у нас есть в наличии широкие диапазоны. Рынок Форекс питается ликвидностью, в том числе и стопами. Допустим, вот здесь было скопление стопов, которые решили вынести. Зачем? Из личной ненависти к вам? Нет, конечно. Если вы где-то тут купили
и где-то вот тут поставили стоп, то ваш стоп — это приказ на продажу. И если здесь таких приказов собралось большое количество, то это лакомый кусочек для маркетмейкеров, так как здесь они имеют возможность закупить большое количество валюты, практически не двигая рынок, и отхватить вот это вот все движение. Чем популярнее рынок, тем больше в нем находится участников, причем каждый входит, ориентируясь на свои какие-то таймфреймы. Это приводит к увеличению торговых диапазонов. Рынок Форекс у нас дико ликвидный, с огромным количеством участников, и из-за этого трейдерам приходится использовать более широкие стопы. По этой же причине, так как огромное количество участников торгует каждый по какой-то своей логике, и мы наблюдаем множество ложных движений и большое количество шума, то есть бессмысленных движений. Именно поэтому стоп-лоссы стоит размещать достаточно широкими, чтобы вообще у вас была возможность не быть вынесенным с рынка. Вопрос, насколько широкий должен быть стоп? Я записывал отдельное видео. Если вкратце, рассчитывается это все индикатором Average True Range. Ссылка на видео будет где-то тут справа-слева вверху. Если коротко, есть такой осциллятор Average True Range для часового графика, который у нас сейчас открыт, подходит период 24, так как в сутках 24 часовых свечи. Он нам показывает по иене на текущий момент, грубо говоря, 23 пункта. Это значение стоит умножить на какой-либо коэффициент, подходящий для вашей стратегии, то есть, грубо говоря, на 2, на 3, на 4. Тем самым вы будете получать размер стопа, зависящий от волатильности рынка, от того, насколько сейчас рынок волатилен, и достаточный для того, чтобы вашу позицию не выбило случайным движением. Ну, для часового графика на иене я бы брал где-то коэффициент 2 или 3. То есть мы получили 23 пункта, соответственно, 23 умножить на 3, 69 пунктов. И если бы мы сейчас вот прямо вот тут купили, то наш стоп-лосс располагался бы на 69 пунктов ниже. 69 старых пунктов, то есть 2 знака после запятой. Ну, то есть где-то вот тут вот. Да, конечно же, такие вот монструозные свечи, я не знаю, что тут произошло, все равно ваш стоп вынесут, да, но, как мы видели из статистики, прибыльными у трейдеров являются далеко не 90% сделок. Поторговав, потеряв энное количество денег на выносе стопов, многие трейдеры, некоторые трейдеры, приходят к выводу, что, а может быть вообще торговать без стопов? Ну их нафиг. И если бы еще лет 5 назад я бы сказал вам, что нет, только со стопами, по-другому никак, то с опытом я смотрю на вещи шире, и да, торговать без стопов допустимо при использовании некоторых хитростей, допустим, при поэтапном входе. Если у вас целая позиция 0,1 лота, то вы входите потихоньку по 0,01. И если понимаете, что оказались неправы, то просто даже полную позицию не открываете, а все остальное закрываете. И при этом, естественно, помните о рисках. Как много людей торгуют без стопов? Мы провели опросы в нашем канале в Telegram. Кстати, можете подписаться, ссылка будет в описании к видео. И в группе ВКонтакте. Тоже можете подписаться, ссылка также будет под видео. И, в принципе, результаты плюс-минус похожие. И там не используют стопы примерно 30% трейдов. Как поступать вам? Я не знаю, у каждого свой подход. Но, тем не менее, если вы используете стопы, то помните о том, что очень много ложных движений, диапазоны широкие, и ваш стоп, какого бы размера он не был, и как бы вы его не рассчитывали, должен учитывать эти нюансы и давать сделке отработать. Стратегии. Какие стратегии применять, учитывая вот эти все данные? Рынки с высоким уровнем шума, коим является большинство пар на Форекс, лучше торговать с помощью краткосрочных стратегий возврата к среднему, а рынки с низким уровнем шума, это часть пар на Форекс и высокие таймфреймы, лучше торговать с помощью трендовых стратегий. Что такое возврат к среднему? Идея возврата к среднему основана на хорошо известной концепции, называемой регрессией к среднему значению. Эта теория, впервые обнаруженная статистиком Фрэнсисом Гальтоном, объясняет, что после экстремальных явлений обычно следуют более нормальные явления. Другими словами, со временем все
все вещи склонны выравниваться. Например, если футбольная команда забивает необычное количество голов в матче, то в следующей игре, вероятно, число забитых голов будет ближе к их среднему результату. Если первый человек, которого вы видите сегодня, необычайно высокий, то следующий, вероятно, будет ниже ростом. То есть все стремится к балансу, к равновесию в природе. Если курс валюты сильно вырос за последнее время, стоит ожидать хотя бы небольшую, но коррекцию. Опять же, вернемся к нашей иене. Простейшим примером индикатора возврата к среднему может служить RSI. Когда он выходит в зону перекупленности, стоит ожидать снижения курса валютной пары, если она при этом достигала экстремальных значений, что важно. Вот здесь он это показал. И когда RSI уходит ниже уровня 30 в зону перепроданности, то стоит ожидать роста курса валютной пары, если при этом она достигала экстремальных значений, что важно. Иногда индикатор может показывать перекупленность, перепроданность, а если при этом ничего не происходило на графике, то, соответственно, ничего и делать с этими сигналами не нужно. Еще одним из индикаторов возврата к среднему может являться индикатор ленты Боллинджера. Считается, что когда его ленты расширяются и при этом цена достигает верхней ленты, то скоро произойдет отскок. Но это, как видите, все не так явно, как в случае с RSI, и требует навыка и наблюдения. Можно ли торговать тренды? Можно, но лучше это делать на более высоких таймфреймах от 4-часового графика и выше. 4-часовой график, дневной график. И опять же, далеко не на всех парах, а там, где эти тренды вообще в принципе бывают, что вы увидите невооруженным глазом, открыв дневной график той или иной валютной пары. В связи с подобным характером движения валютных пар очень популярны различные роботы, которые торгуют сеткой ордеров. Что за сетка ордеров? Например, цена движется наверх, вы продали, цена снова движется наверх, вы продали чуть больше, увеличили лот, цена снова движется наверх, вы продали еще больше, затем продали еще больше, и цена все-таки пошла вниз, вы все закрываете и закрываете в прибыли. Причем могут быть вот эти дополнительные ордера, так называемая сеть ордеров, как разного размера, так и увеличиваться лот может, так и быть одинакового размера. Есть очень и очень много различных роботов. У вас может быть очень красивый график доходности при торговле таким роботом долгое время, может быть даже несколько лет. Но однажды происходит сильный тренд, происходит полный слив. То есть если вы применяете советники на базе сеток ордеров, мартингейла и тому подобных принципов, то стоит периодически выводить прибыль со счета, помнить, что весь ваш депозит, который сейчас находится в торговле данным советником, может быть потерян, и в целом рассчитывать риски и думать своей головой. Грааля нету. Хотя и бывают, конечно же, вот такие интересные графики. Вот у нас советник, сетка Мартингейл, полный набор. С 2015 года вот уже 7 лет торгует в прибыль и пока не слился. Бывает и такое, да. Но, тем не менее, в любой момент может произойти полный слив в таких стратегиях. Об этом стоит помнить. Он может произойти завтра, может произойти через несколько лет, но однажды он произойдет. Почему это происходит? Потому что возникает длинное безоткатное движение, которое все позиции в сети приводит в глубокий минус, что приводит к стоп-ауту и закрытию счета, автоматическому закрытию позиций. Также есть скальперы. Вот мы открывали уже этот график. Скальперы — это небольшой take profit и большой стоп-лосс. Вот советник, он как таковой стоп-лосс именно не ставит в ордере, но закрывает позицию при достижении определенных условий в его алгоритме. И вот вы можете видеть, что в целом он берет по 10 пунктов, иногда меньше, иногда чуть больше, а закрывает позиции часто вот даже минус 100 пунктов, минус 20, минус 90, минус 30. Это скальперы, которые пытаются везде взять по чуть-чуть, прикрываясь большим стопом, который иногда все-таки срабатывает. Итого, какие стратегии применимы на Форекс? Это возврат к среднему, различные его вариации. Это трендовые стратегии на высоких таймфреймах, на некоторых парах. Это скальперы с большим стопом. И еще пробойные стратегии, которые
оценивают этот самый диапазон, а затем ловят момент, когда же цена из этого диапазона выйдет и встают в трендовую позицию. То есть, что пытаются сделать подобные стратегии? Они находят диапазон, ожидают, когда цена из него выйдет, предполагают, что это не что иное, как начало какого-то значительного тренда, и, собственно говоря, на этом небольшом, а иногда большом тренде пытаются заработать. Так называемые пробойники. Я вам обозначил такой большущий диапазон на дневном графике. Давайте найдем что-то подобное на более низком таймфрейме. Вот два уровня. Можно пытаться торговать их пробой, да, тем самым поймав выход из диапазона, либо торговать этот диапазон, торговать отскоки от уровня. Это есть тоже, по сути, возврат к среднему отскок от уровня. То есть, когда цена достигает уровня и от него отскакивает. Это тоже будет возврат к среднему. Ну что ж, надеюсь, это видео было вам хоть сколько-то полезным и помогло понять особенности рынка Форекс, который не является по своей сути трендовым, в отличие от рынка акций, например. И главный секрет валютного рынка в том, что это рынок диапазонов, широких диапазонов, а долгосрочными трендами движут процентные ставки центробанков. Стопы стоит использовать достаточно широкие, чтобы их не выносило различным шумом рыночным, которого много на Форекс. А трендовые стратегии, если и применять, то только на высоких таймфреймах. На более низких таймфреймах стоит рассматривать различные варианты возврата к среднему, либо же какие-то скальперские стратегии и, возможно, пробойные стратегии ловли мини-трендов на выходе цены из диапазонов. С вами был Павел, специально для сайта telab.com. Если поставите лайк, буду благодарен.